Здравствуйте, друзья! Обычно я публикую либо новость с кратким своим отношением к ней. Сейчас мне придется отойти от привычного стандарта и больше говорить от своего имени. Прошу прощения за этот нестандарт. Дело в том, что, как вы знаете, я регулярно озвучиваю факт странности смерти Юры Шатунова, а также сомнения в допустимости кремации еще до того, как была закончена доследственная проверка факта и обстоятельств смерти известного певца. Добиться ответной реакции удалось, но в какой форме она была произведена, это больше похоже на издевательство. В частности, «Экспресс-газета» прямо назвала свою новость: Андрей Разин, Шатунова кремировали, чтобы скрыть причину его смерти. Я аж подпрыгнул от радости. Думал, сделаю ролик, где мы с вами вместе будем праздновать первую победу. Добились озвучивания главного вопроса по произошедшему. Но я прочитал всю статью, и вся она посвящена тому, как Разин любил Юру, как он остерегал его от общения с Кудряшовым и прочее в таком роде. И только в конце всей огромной и бессмысленной статьи я читаю одно скупое предложение. Думаю, Кудряшов сделал это, чтобы, не дай бог, не нашли следы транквилизаторов с алкоголем. Да, не густо. С мозгами у того, кто не смог придумать ничего лучше. К слову, хочу напомнить, что всего день назад Разин утверждал, что ничего не будет говорить и никаких интервью не будет давать до того, как пройдет 40 дней. Вообще-то только 17 дней прошло. Но, видимо, с математикой у Разина так же хорошо, как и с вокальными данными. Опять же, к слову, в статье говорится, что никто не сможет у него отобрать права на песни «Ласкового мая», так как он узаконил эти права в США. Друзья мои, я профессиональный писатель. Не буду мучить вас подробностями, но в США выбить у Разина права значительно проще, чем в России. В России есть такое выражение: кто первое заявление написал, тот и прав. Увы, это говорит о некотором несовершенстве судебной системы. В США немного иначе дела обстоят. Там можно прийти и последним. Но если у тебя есть полный набор доказательств, а в случае с Юрой он сам и есть доказательство, то Разин не только лишился бы прав на песни, но вполне мог бы лишиться и свободы. А если не свободы, то право пребывать на территории данной страны. Хотя, как бы он там пребывал без денег, а Шатунов точно раздел бы его до нитки. Однако вернемся к невероятному по слабости фантазии утверждению о цели кремации – скрыть следы транквилизаторов и алкоголя. Ну, допустим, что были бы такие следы. Надо напомнить, кстати, что данная информация о содержании лекарств в крови Шатунова озвучивалась, и я не помню, чтобы кто-то за это был привлечен к ответственности. А за что привлекать? Шатунов принял транквилизаторы, и что? Напился, и что? Да хоть бы он себе в висок выстрелил из ракетной установки, причем здесь Кудряшов? Зачем Кудряшову скрывать какие-то, возможно, умные, а возможно нет, действия Шатунова? Я это в виде примера говорю, друзья. Конечно, Юра ничего не принимал. Да и не в этом дело. Если кремировали, значит было что-то криминальное. Водка не криминал. И лекарство не криминал. И Разину я благодарен лишь за его дурацкую попытку хоть как-то объяснить причину кремации. Данная слабенькая попытка лишь утвердила меня во мнении, что вопроса они этого боятся. А значит, будем задавать этот вопрос и дальше. А чтобы вопрос звучал громче, вы знаете, что надо делать. Всего две волшебные кнопки под видео: подписка и лайк. Мне чужие лавры не нужны, я не пиявка, с чужих талантов не кормлюсь, как Кудряшов с Разиным. Свои имею. А вот вас права на победу лишать не хотелось бы. Данная статья – это ваша и только ваша победа. Вы видео подтолкнули, его услышали. Попытались ответить. Как вам ответ? Мне, честно, не очень зашел. А вам? Пишите в комментарии. А на этом пока все, и до новых встреч.